Всем привет! С вами я, IT Kitchen. В этом видео предлагаю приготовить вместе со мной салат калейдоскоп. Вариантов приготовления множество. Хочу показать свой. Готовится он очень просто и получается нереально вкусным. На мой взгляд, приготовив такой салат, не нужны никакие другие. Составляющие на салат готовлю за день до застолья. Раскладываю по пакетикам, отправляю в холодильник, а потом перед событием выкладываю на блюдо. Ну и давайте готовить. Для салата нам понадобится мясо. Я использую сегодня телятину в количестве 500 грамм. Мясо нужно будет порезать полосочками. В этом рецепте также предусматривается любое другое мясо по вашему вкусу. К примеру, говядина, курица, свинина. Вот нарезаем приблизительно на такие полосочки. Порезанное мясо укладываю в миску. Нарезаю небольшую головку репчатого лука. Режу тоненько. Мясо по вкусу солю. Добавляю небольшое количество приправы гирос, приблизительно чайную ложку. В этой приправе набор специй, я все опишу в рецепте под видео. Наливаю небольшое количество растительного масла, у меня здесь 50 мл. Все хорошо перемешиваю. И оставляю мясо мариноваться. Телятина маринуется очень быстро. Если вы используете для приготовления этого салата говядину, тогда маринуйте заранее. К примеру, вот с вечера я мариную говядину, а уже на следующий день обжариваю. Для этого салата нам нужно будет приготовить морковь. Морковь натираю соломкой. Я использую 1 килограмм моркови. В морковь добавляю 7 грамм сахара. По вкусу солю. Где-то чайная ложечка соли. Добавляю небольшое количество уксуса, где-то 2 столовые ложки. У меня 9% уксус. Все хорошенько перетираю. Вместо уксуса также можно использовать лимонный сок. Морковь буду заправлять 2 зубчиками чеснока. Чесночок укладываю поверх моркови. Нарезаю 2 стручка перца. Перец чили острый. Остроту регулируйте по своему вкусу. В приготовлении салата можно также использовать сухой перец чили.
Нарезаю лук. Лук можно также нарезать мелко, но мне больше нравится полосочками. Специи заливаю кипящим маслом. Высыпаю небольшое количество зиры и кориандра по 3 щепотки. Добавляю немного уксуса, где-то чайную ложечку, 9%. Если не досолили, досаливайте. Салатик нужно будет хорошенько перемешать. Можно это сделать с помощью перчаток или просто столовыми приборами. Морковь получается очень сочная, ее много. Этот салат я использую отдельно, как самостоятельный салат. Добавляю в калейдоскоп, и можно просто кушать морковку. Этот салат по вкусу напоминает морковь по-корейски. Но морковь по-корейски делается немножко по-другому. Следующий ингредиент в салате – это свекла. Свеклу выбирайте сочных, сладких сортов. Натираю на терке соломкой. Свекла в количестве 900 грамм. Вот такая тоненькая соломка получается. В свеклу добавляю 1 столовую ложку 9% уксуса. Свеклу нужно будет обжарить на сухой раскаленной сковороде около 2 минут. Уксус добавляла для того, чтобы свекла оставалась с хрустинкой и не теряла свою цветовую гамму. Как только свекла прошла хорошую термическую обработку, стала очень горячей, она готова. Вот смотрите, я не могу ее держать в руках. Соломка очень горячая. Свекольная соломка очень сочная, я ее остужаю, а потом нужно будет немножечко отжать, выпустить лишний сок. Для салата нам понадобится средняя головка красного лука и зеленый перец чили. Лук нарезаю полосками. Старайтесь лук нарезать такой полосочкой, как и свекла, чтобы ингредиенты очень быстро соединились. Натираю 2 зубчика чеснока, зубки средние. 4 столовые ложки кунжутного семени, 9 грамм сахара, столовая ложка 9% уксуса, немножко кунжутного масла, где-то 5 столовых ложечек для аромата, соевый соус 5 столовых ложек, сухой кориандр,
Салат нужно будет залить раскаленным растительным маслом. Я использую подсолнечное в количестве 80 мл. Масло и специи в салате – это дело вкуса. Если кому-то чего-то не хватает, масла или, допустим, соевого соуса, уксуса, все это можете добавить. Пока мы готовили салат и мясо хорошо промариновалось, теперь его нужно будет обжарить на сухой сковороде, так как в мясе уже есть растительный жир. Пока жарится мясо, приготовим другие составляющие. 2 яблока. Если яблоки толстокожие, можно срезать кожуру. Я с одного яблочка срежу. Яблоки нарезаю кубиком. Серединку из яблок я уже заранее вытащила. Для этого салата используйте кисло-сладкие сорта яблок. Сверху яблоки поливаю свежевыжатым лимонным соком. Для салата нам также понадобится свежая белокочанная капуста. У меня здесь 300 грамм. Капуста мягких сортов. Нарезаю соломкой. Капуста нарезана, отправляю в холодильник. Свежий огурец, здесь 250 грамм, нарезаю полукольцами. Вынимаю мякоть из серединки. Мякоть нарезаю мелко. Я ее буду использовать в приготовлении соуса. Все составляющие для салата нарезаны, приготовлены. Теперь приготовим соус. Для соуса мне понадобится свежая зелень, укроп, петрушка и мелкий зеленый лучок, то есть тоненький. К порезанной зелени натираю 150 грамм свежего огурца. Сюда же тру 100 грамм маринованных огурцов. Добавляю 100 миллилитров огуречного рассола. Мякоть порезанного огурца. Два пакетика салатной заправки, в пакетике 8 грамм. По вкусу солю.
перчу. Добавляю 300 грамм майонеза. И 250 грамм сметаны. Вместо сметаны можно использовать 10% йогурт. Все хорошо перемешиваю. Для салата мне понадобятся грецкие обжаренные орехи. Здесь 150 грамм, 400 грамм зерен граната, 250 грамм свежемороженого горошка и чипсы 100 грамм. Чипсы палочками. Можно также использовать обжаренный картофель. Мясо обжаривала около 25 минут. Посмотрите, какое румяное оно у нас получилось. Очень ароматное, сочное. Отключаю плиту. Мясо нужно будет дать хорошенько остыть. Из охлажденных продуктов формирую салат. Я буду делать небольшую порцию. Изначально наливаю соус. Содержимое соусом ставлю посередине плоского блюда. И теперь укладываю составляющие салата: мясо, морковь, возле мяса укладываю сегмент свежих огурчиков, возле огурчиков капуста, возле капусты уложу чипсы. Так как капуста сухая, чипсы не размокнут. Возле чипсов грецкие орехи. Яблоки. Гранат. Гранат придает особую кислинку этому салату. Зеленый горошек. Можно использовать также консервированный горошек, но мне больше нравится свежемороженый. И возле горошка укладываю свеклу. Посмотрите, сколько ингредиентов у меня еще осталось. Вот салат из свеклы по-корейски, его можно подавать отдельно, так же как и салат из моркови. Салаты в меру острые, но
как в меру острые? Я люблю очень острые салатики, для меня в меру. Но если кто-то не любит остроту, тогда можете, вот как я и сказала, регулировать по своему вкусу. Ингредиенты раскладываю по таким вот пакетикам. И потом по мере надобности буду доставать и делать свежую порцию салата. Посмотрите, как эффектно выглядит салат. Он очень легкий, свежий. Сочетание продуктов идеально для быстрого усвоения в организме. Соус в салат выливаю перед подачей. Если это сделать заранее, то тогда чипсы размокнут и салат получится не такой хрустящий. Вместо чипсов можете использовать жареный картофель. Вот все такое полезное и невероятно вкусное. Попробуйте, приготовите вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.